Друзья, доброе утро всем. Вы посмотрите, где я нахожусь. Это Амбассадор отель. Знаете, как со мной произошло? Самый первый раз, когда я только планировал прилететь в Таиланд, первая моя поездка, и мне туроператор говорит: ой, есть классный отель Амбассадор, там 3-4 звезды, территория, пляжи, все такое. И я давай смотреть по карте, что за отель, где он находится. И смотрю, как бы вроде, что от Волкин-стрит, у меня был ориентир, как бы Волкин-стрит, тусовка, что я молодой, мне там 20 лет, ой, 20-25, наверное, первый раз лет в 25 прилетел. И я смотрю, как-то далековато этот отель, и думаю, нет, мне бы хотелось вот поближе к Волкин-стриту что-то. Все-таки тусовка туда-сюда, я молодой, хотелось там гулять, тусить. А это я смотрю по карте, ну как бы далековат отель. И я тогда нашел отель, забронировал в центре Паттайи. И потом уже лет через 5 мне подруга говорит: я в Амбассадоре живу, а я в центре жил, мы в один год здесь не встретились. Я говорю: ну поехали, доедем до твоего Амбассадора. И мы сюда ехали и ехали, ехали и ехали, прямого тук-тука нет. И мы часть до Джемтена, до конца Джемтена на тук-туке ехали. Потом что-то там мы какую-то машину ловили, а потом это было уже... Она-то, считайте, здесь жила, осталась, а время там что-то 11-12 час ночи. Я думаю, а как я, блядь, уезжать отсюда буду, понимаете, в центральную часть Паттайи. И, короче, я там кого-то ловил, какой-то мотобайк меня согласился довести до Джемтена. От Джемтена я еще как-то добирался. Ну, короче, я понял, что если бы я тогда, 10 лет назад, первый раз вот сюда приехал, в Амбассадор, то мне бы, наверное, Таиланд вообще не зашел. То есть не спасло бы ничего. То есть я бы даже Паттайю не увидел, понимаете? Потому что непонятно, смог бы я тогда... Ну, конечно, я бы, наверное, поехал в центр, но все равно это было бы один раз, наверное, потому что расстояние большое. А сейчас я смотрю, вообще этот Амбассадор, по ходу дела, все, у него сезон закрыт, что-то никого нету. Вот сотрудники какие-то ходят там на территории, а так, смотрите, вообще пустой отель. И вот я помню, что это Марина вроде бы, вот это 4 звезды, какой-то там вот 3 звезды. Я помню еще, отзывы еще помню, я читал, знаете, типа это бывший какой-то госпиталь был, и что тут какие-то очень маленькие номера, без окон, там, ну, с окнами, но с какими-то очень малюсенькими. И, то есть я еще отзывов начитался, думаю, не, как я сюда поеду? Я не знаю, кто ездил в этот Амбассадор через Библиоглобус, тогда это было популярно. Как вы вообще оцениваете проживание здесь, вот на территории этого отеля? Пляж, наверное, да, неплохой здесь, и я вижу, что море почище, но оно просто сейчас, видите, отлив, так оно, наверное, вот здесь где-то находится, в этой части, а так, конечно, пляж, да, вот я прям вижу, что, конечно, все, я спорю со своими подписчиками в Инстаграме, типа в Паттайе прозрачного моря нет, а его действительно там нет в центре. Вот здесь вот у Амбассадора, да, вот уже получше, но это уже, извините меня, и не Паттайя, ну как бы может быть агломерация Паттайи, но это пипец как далеко, чтобы сюда доехать, вот поплавать на Амбассадоре. Я сейчас за такси заплатил 150 бат от Пратамнака. Вот, поэтому тут уже решайте. Все равно платно получается. Это все. У меня рилс там вышел. Сколько стоит море в Паттайе. Вот оно стоит. Сюда приехать 150 в одну сторону бат. На остров сплавать экономом 200 бат где-то выходит. А так, чтобы вот в прозрачном таком красивом море, нет его здесь. Ну, территория здесь, конечно, большая, да. Вот, смотрите, и бассейн, и там какой-то, видимо, бассейн. Но... от всей тусовки, конечно, далековато. Здравствуйте, вы русские? А что вы прячетесь? А можно спросить, вы сюда приехали по путевке в Амбассадор, да? А какой туроператор вас привез? Я забыла. Библиоглобус, нет? Я не знаю даже, как называется. Раньше-то с другими ездили, а такого ни разу не А вы не первый раз уже, да, вот здесь в Амбассадоре? Мы уже во всех бывали, Ага. и по 2 раза даже. А как вот вообще здесь вот на территории Амбассадора нравится вам? Именно тут нравится. Ага. Здесь всегда чистое море, не кишит народ, теплота, чистота. Это сейчас мы 10 или сколько человек вот в этом живем, в океане, всего. А океан Они это 4 просто... звезды или 3? Вот какой-то же 4, какой-то 3, какой-то там... самый лучший, 4. Ага. Вот Марина, вообще никто не живет, там сейчас пусто. А я и смотрю, что народу знаете, нету. почему не живет? Ага. И нам еще 3 дня давали согласие, мы просили именно сюда. Умер хозяин или хозяйка, Ага. они что-то не могут там разделить, поделить кого-то родственники или что. Потом сказали вот недавно,
что продали китайцам. Теперь они территорию эту будут по-своему делать, и Ага. отели все переделывать. Но у нас жужжат уже там. Жужжат целый день. Это что-то делают. Ремонтируют, ага. Да. Ну, здесь самый лучший пляж и самый лучший был базарчик. А сейчас вот нету, да? Потому что я Нету, помню, что я закрыли, тоже, туда когда вот попёрлись. прилетал, ну, приезжал с подругой сюда, она здесь Да. жила, какой-то базарчик там вот был Ой, рынок. это вообще, здесь самый лучший, я говорю, вот кто русские вот подходили, сюда Ага. приходят, с других отелей приходят, здесь лучше. Ну вот, И бассейн здесь такого никого нет. ну, для меня территориально, вот если просто спокойный отдых, наверное, да, классно, Да, здесь вообще да. тишина, вот я смотрю. А мне... хайвай кому надо? Да, это всё-таки там, в центр. Вот на экскурсию поехали мы, Мгм. там везде шумно, гам, ой, даром не надо. Нет, нам покой нужен. Ага. Ну вообще Массаж. народу мало. Раньше много здесь, да, ведь было Всё, русских? полно Потому что я было. помню, вот Но не кишило. вот здесь. Как в Турции, там невозможно. Вот друг на друге Ага. лежат, тут нет. А здесь все равно мы отходили в сторону, и массажисты и пругом Ага. были. Сейчас мы на ту сторону ходим. Делают так же хорошо. Ага, ну хорошо. А вы сами откуда прилетели? Мы из Кемеровской. С Кемеровска? Ага. А вы Классно. откуда? Ну я вообще родом из Екатеринбурга, Ага. а так в Москве последние 10 лет Ну вот, живу. Все у нас в Москву лезут. Лезут туда. Лезть, да, конечно, а Ну что? там лучше, что ли? Там троны уже... Мне нравится Москва. Ну нет, когда я туда переехал, там никто не летал. Ну, да, Никакие это дроны. когда-то был, да. Девочки с севера. Ага, Вот. ну классно. Так что вот это наш... Значит, вы тут вообще практически, у вас VIP-отдых, никого нет, Вот русские все бы свободно. еще потом запускали сюда эти, вот когда китайцы все сделали. Здрасте. Здравствуйте. Вот. Вот репортер к нам пришел. Да, записывайте Чико Рико Лайф на ютубе. Запиши. Ладно, спасибо за информацию. Ну вот, видите, ребята, ничего, отдыхают, классно. Ну, с другой стороны, а почему нет-то? Вот сейчас смотрите, народу вообще нету никого. Вот сидят 4 барышни наши и все. На такой огромный отель. Их несколько. Вот один, второй. А она говорит, они тут в этом вот большом океане. 3-4 человека живет, прикиньте. Ну окей, двигаемся дальше. Здесь, конечно, с этой стороны всю Паттайю вон видно, как на ладони. Мою башню, где я живу, Паттайя парк. Вот. Там какие-то острова. Я вообще первый раз здесь, на самом деле, вот на пляж-то, потому что я говорю, я когда сюда приехал с подругой, мы уже вечером были, уже темно было, мы сюда даже не выходили на пляж. Вот на рынок сходили, там поели что-то, посидели, а я смотрю, что время-то уже поздно, а мне же надо как-то еще было отсюда уехать. Ну вот видите, какая информация, я и не знал. Раньше Библиоглобус возил сюда пачками, а сейчас китайцы выкупят, если тут, наверное, будет китайский рай. А море действительно, вот первый раз я вижу море здесь, в Паттайе, более или менее нормальное, потому что на севере сейчас, вот давайте так, в данный момент в любой части Джамтьен, на Клуа, там на севере, нет такого моря, как вот если ты приплываешь на Колан. А здесь плюс-минус. Очень даже неплохо. Ребят, ну вот смотрите, я тут немножко от Амбассадора прошел. Здесь есть такой хвойный лесочек, можно здесь полежать. Вот, смотрите, люди лежат. И классно, что есть барчик. Воды с собой не взял, пойду сейчас куплю что-то попить. И народу здесь, смотрите, вообще никого нету. Классно. Такая лаунж, зона прикольная. Так вот. О, а тут даже Wi-Fi есть. Интересненько. Так. Савадика. Please for me Coca-Cola Zero and water one. Вот. Ну вот сода. Ага. Вот. Так, сейчас посмотрим, сколько стоит. How much? 140 บาทครับ А? 140 บาทครับ Не понял. 140 บาท 140? Это же так дорого стоит. Слушайте, кола такая дорогая. Потому что обычно это там кола в барчике, ну, 40, это там 30. Обычно 70, а тут 140 получается. Сейчас я перепроверю, потому что это реально дороговато. Пиздить, наверное. Четыре чанга. Или что тут? Один бесплатно. Мне чек выбивает.
20 บาท Ага, дайте покажу. Чек мне выпил, чтобы я поверил. А я люблю, знаете, посмотреть, пересчитать. Кока-кола, 120, кока-кола 60, вода 42. Короче, 120, плюс налоги, плюс обслуживание. Блять, обслужил меня на 7 этих процентов. А, сервис 10%. Ладно, тут за неимением ничего. Так, то... У меня просто мелочи так много еще. Вот. Ага, кап-н-кап. Ой, ага. Зато смотрите, какой, сервис. Все стаканчики, водичка, кола. Сейчас мне что еще налить хочется. О, thank you. А мне, как бы, я сидеть не буду. Вот. Сюда. Вот сюда, вот сюда. Угу. О. Ага. Кап-н-кап. Да что, блин, не перепроверять. У меня один раз тоже, даже не один раз уже тоже заказываешь, там, смотришь, цена одна, тебе приносят другую. У меня был, я про How Much хотел рассказать. Короче, было такое, я на Кулане стою, покупаю какую-то воду, и две тетки наши русские, между собой общаются. Одна такая говорит: иди спроси, сколько у нее рыба стоит, скажи хач-мач. Я так ржал, хач-мач. Сегодня я здесь понаслаждаюсь на территории Амбассадора. Тут неплохо, кстати, посмотрите. Вообще. Так прямо релаксово, знаете, прям как будто бы ты вообще вот на каком-то острове находишься. Так классно здесь, оказывается. Вот. Причем тоже русские все. Интересно, что за отельчик, надо будет на карте посмотреть. Не могу понять пока. Слушайте, я посидел, колу свою выпил. Пойдемте покажу вам немножко здесь море. Да, сейчас апрель, жаркий сезон. Оно, во-первых, и горячее, и цветет даже немножко, мне кажется. Есть такое ощущение. Есть ощущение. Я когда прилетел, получается, был какой? Ноябрь, по-моему, месяц. Блин, а где солнце-то? Ноябрь месяц. И я поплыл на Кулан, я офигел, ребят. На Тиен пляж, там просто зеленое оно было, хуже, чем в Анапе. Знаете, видели видео, когда в Анапе там просто все в зелени было? Так здесь то же самое было, я вообще офигел. У меня есть видос на канале, ссылку прикреплю, посмотрите. Я вообще первый раз такого увидел море здесь, в Таиланде. Мне в инстаграме пишете: ну да что ты, возьми скутер, типа съезди туда-сюда. Вот, а я вам клянусь, я как не подумаю, вот вроде бы, пойду, наверное, сегодня скутер возьму. Я только выезжаю на какую-нибудь улицу, выхожу, да, на какую-то улицу, блин, таксист с пассажиркой разбился, понимаете? Или там еще кого-то сбили, мотобайк, я такой, блин, нет, не буду брать. И у меня уже несколько раз такое было, понимаете? Вот меня как будто Бог отводит, говорит: не бери. Потому что я сколько раз хочу взять байк, куда-нибудь съездить здесь недалеко от Паттайи. Я постоянно только подумаю о байке, вижу какую-то аварию, понимаете? И вот же несколько раз так реально то девушку там сбили, то еще что-то. Я как-то, знаете, боюсь мотобайк брать. Вот. Машину тоже как-то не очень хочется брать, потому что такое движение в Таиланде, сложновато. На самом деле, я в какой стране бы ни был, я стараюсь всегда машину взять, попутешествовать. А здесь мне не хочется, потому что движение такое. То есть тут кто кого пропустит. Никаких правил особо нету. Ребят, все, поехал я с этой части. Мне, в принципе, понравилось. Поэтому, если вы захотите что-то поменять, какую-то локацию, приезжайте, здесь пляж неплохой. Прощаюсь с вами, увидимся в следующих видео. Пока-пока.